Всем привет, ребят, вы на канале Маргулиса, мы продолжаем проходить Silent Hill Homecoming. Бегаем по тюрьме и собираем, наверное, свое оружие. Ищем бабенцию потерянную, опять же. Так, смотрим, у нас есть сектор 3, ключ. Да, в первый сектор не попасть, тогда погнали туда. Инвентарь. Аямба. Вот так. Оружие, сволочи, все позабирали. Теперь бегай, ищи его. Ты не должен быть. Да вот этот должен быть. Не отпускаем этих ребят вообще. Просто спамим кнопку, удерживая цель. Он крутится вокруг тебя, ты его просто лупишь. На них вообще не надо. Можно ни одного патрона не тратить. Если их бежит двое, тогда просто один ждет, пока ты его побьешь. Она заперта, у меня нет ключа. И все, он израсходовал ключ. Ну-ка, у этого чувака ключа не найдется. Открываем. Не двигается. Тоже закрыто. Ну, это единственная комната, да, которая осталась. Там-то я уже дернул. Взломать. Я не могу взломать этим оружием. Ну, тут кроме трубы, значит, больше ничего нет. Ломаем. Такой себе с него медвежатник. Инжаль. Давай, бери. Там, походу, наша телку где-то пытает. Здорово. Оп. Вот о чем мы говорим, что второй стоит, тупит вот с левой стороны. Пока мы убиваем это. Конечно, искусственный интеллект такой себе тут, но в принципе хорошо. На всех патронов не хватит. Вот если бы у меня второй сейчас по бутылку бы лупил трубой, было бы плохо. Было бы еще сложнее. Хотя, может быть, на Харли они так и действуют, я не знаю. Неохота рисковать. Баба там прям верещит жестко. Ее там мучает. Я не знаю, надо бы вентиль этот? Нет, не надо. Ныряем. Угу. И закрыли за мной. Повернем. Не знаю, что она откроется. Мне на расселенок, да, не хватит. Мне нужно разобраться с затвором, чтобы открыть его. Эл. Подожди, подожди. Мы обязательно к ней подойдем. Надеюсь, это не на время. Ладно, бежим к ней. Так, говорит, есть выбор. Открой, мужик, дверь. Фу. Кертис, стой, прекрати. Жух. Блин, клевая у него пила. Я бы хотел у нее забрать. Черт, как же людям не стыдно дурно обращаться с такими милыми вещами. Нет, о господи. Нет, о боже. Она не двигается. А как мне добраться-то до нее? Тоже заперто. Что делать?
Подожди. Нет, это не сломать. Скарабкаться можно. И мы попадем... не совсем понятно куда. Ага, все, я понял. Давай, толкнем это. Холодильник. Блин, надеюсь, это не на время. Сохранение тут давненько было. Так, он не может взломать. Вот так. Давай. И обратно на нож надо переключиться. Он меня пугает. Пожалуйста, не надо. На помощь. Надо быстрее это делать. Хорошо, я понял. Ну, хорошо, что это на концовку не повлияло никак. Так, бежим. Бежим, толкаем и забираемся. Ну, давай. Та-дам! Теперь успел. Вроде. Они... Стоять. You're going Мы down. ножом его нахерачим. Он не сложнее обычного моба. По-любому. Я его стейкнул, это выглядит неплохо. Я спамил удар. Все. Казнили. Все, баба, можешь не орать? Я тебя спас. Алекс, Алекс, моя мать. моя мама. Извини, Эл. О боже. Извини. Не верю в это. Нам нужно выбираться отсюда. Пошли. Спокуха. Сейчас выберемся. Подожди. Подожди. Если открыть. Так. Вот, пожалуйста, сейчас бы убежал. Аптечка. Хилы. Аямба. У этого Гаурика еще можно... Может, пилу можно забрать? Нет. Очень жаль. Пила хорошая. Ключ. Комната 301. Нам надо назад. Похоже, эта доктрина, описывающая Кверу, она гласит: каждое рожденное из плоти дитя несет в себе грязь плоти того, кто его создал. Жизни нечестивых погружены в грязь, а их деяния и слова преисполнены грязью этого грешного мира. Даже в самой смерти недостаточно, чтобы очистить поколение этой грязи из плоти. Единственным способом, чтобы убедиться в том, что души могут жить достойной, это очистить саму плоть их тел. Содержательные опять записки. Пошли. Комнату 301. Она вот там. Теперь мы вдвоем, как в этом, как в канализации будем. Let's go. Вперед! Такой решительный дядька. Ну нам да, сначала надо комнату 301. Вот. Piece of me. Так, вот эти ребята у нас с винтовочками. Это уже хуже немножко. Стой.
Я не знаю, то он забил, кажется. Он там закричал, скорее всего, и забил его. По-моему, тут лучше сэкономить на патронах, чем на хилах. Вот она, 301 комната. Записали тут. Записка, мне написано. Эксперимент не удался. Для нас он был сияющей надеждой. Однако слабость некоторых омрачила цвет струящихся для всех нас. Однако мы должны выжить. Мы просто обязаны. Наши намерения слишком грандиозны, чтобы ставить под угрозу наше служение Господу. Шеффилд Глен потерян, и его люди обречены на ад. Хотя они догадываются об этом. Только мы и наш стойкий орден способен их спасти. Только мы сможем предложить им спасение. И оно находится здесь, в Салент-Хилле, которому принадлежали мы все. Идите, спасите их всех. Они испуганы и не ведают того, что с ними произойдет, если они нам откажут. Пусть сделают выбор. Да, РГТ. Господи боже, жителей Шеффилд Глен похищали и силой привозили сюда, в Салент-Хилл. Но это я понял, детей то же самое, как бы. С детьми также поступали жестоко. Повнимательнее бы тут. Может дробовик быть. Каждую новую комнату лучше исследовать как следует. Так, вот это вот мы сейчас окошко разобьем, это понятно. Стоять. Еще какая-то записулька, которая поясняет нам за лор. Это пропаганда, посвященная причинам присоединения их к религии. Время пришло. Эти преисполненные тьмой дни лишь испытания для того, чтобы найти достойных. Ни одному из вас не избежать гиены. И вы это знаете в ваших сердцах. Все те ужасы, которые вы наблюдали, просто ничто по сравнению с ожидающим адом. Нам известны ваши страхи, мы знаем, что вы не сошли с ума. Ищите прибежище у нас в приближающейся буре. Бегите к нам, чтобы избавиться от грехов. Бегите к нам, ибо вам уже некуда бежать. Просим вас присоединиться к нашей службе. По пятницам в 6 вечера в церкви Святого Пути. Подаем кофе и пончики. Какая милота. Ну, я понял. Приходите к нам. Вернул свое оружие. Вообще все. Вот он все вернул. Угу. Пистолетный патрон. А пистолет у меня новый, да. Но все равно мы будем пользоваться ножом. Нож — это тема. Прямо он рулит и разруливает. И такое. Сыворотка. Какая у нас уже? 4-я, да, по-моему, по счету. 4-я сыворотка. Короче говоря, если тут хорошенько все экономить, пользоваться ножом, аккуратно драться со всеми, мобы тут не очень жесткие, если понять, как их мочить, то все вполне проходится и еще много чего даже остается. Тут говорится, я рад сообщить, что сегодня смог успешно обратить 7 на услужение воле нашего божественного повелителя. Если на то есть воля Господа, прими этот дар в качестве моего обязательства и пощади мою жену, ибо она не знала лучшей жизни. Твой Стив. Ну это опять же говорится, то что вот эти вот ребята всех превратили в жертву. Чтобы типа самим спокойнее жилось, они своих детей отдавали. На этом списке список людей, которые потащили сюда, чтобы пытать. А я, по-моему, это уже читал. Разве нет? Только окошко, по-моему, заросло. Закрыто. Так, чуть-чуть повнимательнее. Взять тут больше нечего. Замок, слово. А это что такое? Аптечка. Ну вот, чуть аптечку не пропустил. Так, если тут все закрыто. Просто выходим.
да, мне же просто надо этот, как его, туда, в сектор 1, там, где у меня не получалось повернуть. Сейчас посмотрим по карте. Как раз вот эта дверь, там, где не получалось одному повернуть вот этот вот вентиль, задвижку. Даже сейчас мне в этом поможет. Не, ну молодцы, конечно, что патроны вернули, это, конечно, здорово. Но я, в принципе, ничего не потерял. Наваливают много хилов, значит, или босс будет, или уже мы ближе к финалу. Давай, повернуть. Поворачивай. Надеюсь, как в канализации баба не застрянет. Это будет печалька. Вот, крутис спокойненько себе. Молодец, женщина. Это настоящий друг. Давай, двери дергать. Так. Здесь можно разбить окошечко. Погоди. Там как будто кто-то крыска сидит в отражении. Полицейская снайперская винтовка. Так, и она у нас стала, по идее, вместо... Да, вместо нашей винтовки. Патроны для дробаша. Для дробаша. Я вот не могу вспомнить. Я, может быть, где-то патроны пропустил для винтовки. Ладно. Тихо, проверить. Это свод постановления о том, как нужно жить в системе верований Ордена. Первое. Обязательство. Все члены Ордена должны быть полностью переданы своему предназначению в верованиях, в своей деятельности и ценой своей жизни. Второе. Членство. Членство внутри Ордена распространяется на всех тех, кто ищет древние пути. А. Уровни членства. Материнский круг. Матерью считается учредительная группа, основавшая Орден. Учредительная группа называется матерью. Б. Дочерний круг. Любая группа второго поколения, взявшая начало от матери. Круг служителей. Любая группа в третьем поколении, берущая начало от матери. Высший совет. Высший совет является своеобразным инструментом для всех, кто участвует в самом Ордене. Назначением высшего совета является помощь в процессе формирования групп. Если необходимо правительственное управление в делах, касающихся только Ордена, а также законодательное право в случаях возникновения разногласий. Четвертое. Рассмотрение жалоб и соблюдение дисциплины. Все решения, принятые Высшим Советом, являются обязательными. Представление дела... Бла-бла-бла. Вот нахрена это читать-то? Я понял, что у них очень крутой орден. И мне там как бы места нет. Ну что, пришли мир спасать, а не про ордены читать вообще. Заперто. Подожди, это... Я же не бил вроде стекло. Я ломал стекло, да. Стеклышко я там не бил. Ну давай сначала вот эту дверку-то мы дернем. Убедился. Давай, разбиваем. Там у нас мент. Подожди, мента же этот вроде 40-ножка утащила, разве нет? Я ее потом заварил, он не мог быть жив. Он живой пока что. Уиллер. Все, он подох. Дать ему аптечку. Нет, он слишком спятил. Давай аптечку. Аптечек у нас до хрена как бы. И че? Надо с ним что-то сделать? Поговорить? Мужик, ты как вообще? Может, его отвязать надо?
Ну, он полудохлый вообще. С одной аптечкой, по-моему, тут ему аптечка уже не поможет. Ну ладно. Давай попробуем поговорить. Не хочет. Ножничками ему отрезать что-нибудь, нет? Ну ладно. Пойдем дальше. You need to get him out of here. Тебе надо What вытащить about его. you? Что там I с тобой? can't. Not without Joshua. Я не могу без Джошуа. Be careful. I can't Осторожно. lose you Я не too. могу тебя потерять. Сейчас будет чики-пуки, телка, не переживай, тащи негра куда-нибудь в лазарет. А мы пойдем за братом. Ведь у нас есть супер нож. Так, сначала смотримся. На полу вроде ничего нету. Тут мешки для трупов. У них морг, короче, место, да? Так. Две двери. Коридор. Казалось, кого-то телефон звонит. Либо это кто-то по трубе стучит. А может быть, бьют в колокола. Скорее всего, все двери закрыты, кроме вот этой вот, которая впереди прямо. Но все равно надо вот ничего не пропускать. Пошли дальше. Угу. Сохранение. Ну давай вот в эту комнату зайдем. О, подожди. Сейчас бы я влетел туда с двух ног. Ну, эта игра не про комнату, она больше коридорная. Поэтому все так произошло. Подожди. Стой. Тут у нас ничего. А вот вообще в этих ящиках, да, ведь нельзя ковыряться. Давай, сохраняемся. Это у нас второй Silent Hill. Что там, третий. Первый тоже был. Похождение по комнатам. Каждую дверку надо дергать. Тут ты летишь на пролом в основном. Редко заходя в какие-то комнаты. Так. Как я не люблю круглые загадки, почему-то вот именно круглые в Silent Hill. Давай почитаем, что это. На этой стене расположена табличка, похоже, она исписана на странном языке символов. Проверь. То же самое. Вон тут отверстие для ножа моего. Тут тоже какие-то символы, но не более того. Тоже отверстие для ножа. Тут, короче, 3 дыры для ножа. И они откроют дверь. Вот это. Либо центр комнаты. Дверь заперта. Это медицинский блокнот доктора Фича. Должно быть, он стоял здесь во время последнего ритуала. Ну тот чувак, короче, лысый, который со скальпелем там от нас убегал. У него там косметический салон и все такое. Дочку он там свою. Так, это что это? Проверить, ну. И все, да? Никак с ним ничего нельзя сделать. Проверить. Повернуть внутреннее, повернуть внешнее, уйти. Погоди, давай кинжал попихаем. Отверстие, отпереть. Угу. Короче, все открываем. Будет разгадка написана. Тут вода какая-то с капелькой. Тут мужик.
человеческая фигурка наверху. Глаз. Ну, тут птичка какая-то, что ли, нарисована? Подожди, их 4? Я с этой двери пришел, да, скорее всего? Это тяжелая дверь, я чувствую тепло, идущее с другой стороны. Дверь закрыта странным замком. А я пришел вот оттуда. Или отсюда. Какая-то же из них закрыта дверь. Так, вот я отсюда пришел. Здесь она закрыта. Так, идем в противоположную дверь. Вот так. И теперь отсюда мы читаем, что написано вообще. Мы, семья Шепард, чтобы гарантировать нашу постоянную защиту и процветание, входим в этот священный контракт с нашим Богом, принимаем наши обязанности мастеров оружия и охотно предадим своего ребенка во имя Господа. Ага. Мы, семья Фич, чтобы гарантировать нашу постоянную защиту и процветание, входим в этот священный контракт с нашим Богом, принимаем наши обязанности мастеров оружия и охотно отдадим на своего ребенка под нож во имя Господа. Это они, короче, расписочки, да, тут все писали. Мы, семья Холлоуэй, чтобы гарантировать нашу постоянную защиту и процветание, входим в этот священный контакт с нашим Богом, принимаем наши обязанности мастеров оружия и охотно предадим своего ребенка петле во имя Господа. Подожди, а первое у нас что? Мы, семья Бартли, чтобы гарантировать нашу постоянную защиту и процветание, входим в этот священный контакт с нашим Богом. Да. Охота на земле во имя Господа. Так. Первое. Еще раз. В воде. Семья Шепард, вода. Шепард, вода. Нож. Фич, нож. Холлоуэй, петля. Бартлетт, земля. Ёбушки-воробушки. Повернуть внутреннее кольцо. Так, еще раз. Шепард, вода. Это у нас вода и вот Нептун. Короче, ну такой трезубец. Так, давай-ка запишем. Вода, капелька и, короче, трезубец такой. Угу. Тут у нас глаз. Глаз и чувак нарисован. Глаз. Чел нарисован. Так. Вода. Шепард. А тут у нас получается Фич. Стой. Фич, нож. Фич это нож. Окей. Дальше. Так, там весы.
Весы и какая-то то ли ветер, то ли птичка, короче. Птичка пускай будет. Весы. Птичка. Такая. Это у нас кто? Карандашик упал. Холлоуэй. Холлоуэй. Петля. Так, и последний у нас треугольничек какой-то. Треугольник с двумя штучками и горы какие-то нарисованы. Это у нас кто? Бартлетт. Бартлетт, да, блять. Бартлетт. Земля. Хорошо. Основные моменты я записал. Теперь надо круги вот эти крутить, чтобы одно с другим совпало. Так, внутреннее и внешнее кольцо. Значит, что у нас? Вода Шепард. Вода Шепард. Пока не сходится. Нет. Так, вот где у нас чувак и глаз? 2. 3. Вот Нептун. Вода, горы. Нет, не сходится. Совпали. Короче, 2 раза нужно внутреннее кольцо крутить. 8 раз внешне. Да, картинки все сходятся. Почему-то 3, а я 4 записал. Весы. С водой. А, ну это птичка какая-то. А, это ветер. На птичку больше похоже. А тут 2 чувака. Ладно. Готов. Кто свет-то вырубил? Что за хрень? Кажется, нужно сбегать, сохраниться. Еще одна загадка. Вы что, издеваетесь? Ну, давай еще раз воспользуемся. Так, глаз у нас это чувак. Чувак у нас вон там. 1, 2, 3, 4. Раз, 2. Допустим. Глаз, чувак. Вода и трезубец. Так, раз.
2, 3, 4. Лишние символы, по-моему. Нет, не сходится. Там вода была. Подожди. Ну нахер такие загадки решать по 1000 раз. Надо сохраниться. Не эта дверь. Я его не подобрать. Короче, охрененно помогло то, что я записал символы, кому что относится. Ух. Так, да. Все, идем в основную дверь. Не говорите еще раз, загадка будет. Должно быть это алтарь, на который доктор Фич положил Скарлетт после того, как расчленил ее. Теодор Фич, Росс Фич, Раст, Скарлетт Фич. На дощечке написано 4 имени. Теодор, Росс, Расти, Скарлетт. Скарлетт мы мочили. Фича. Ну, понятно. Это жертвенный алтарь семьи Хэллоуэй. Стой. Кого там притащили? Судья Хэллоуэй. Это девка, которую мы шуруповертом морду проткнули. Энн Хэтэуэй, Эрнест, Лоуренс, Нора. Это вот как раз дочку Нору она замочила. Курва. Так. Это Шепард. Это как раз его семья, по идее. Дэниэль, но он же Джош, по идее. Томас, Ребекка. Это отец и мать, и Алекс Шепард. Да-да. То есть его имя тоже тут написано. А он-то еще живой. Что? И он дома. Что-то при этом вообще не по-детски. В чем дело? Одевайся. Dressed. Он хотел с брательником убежать, чтобы... Что мы здесь делаем, Алекс? Как мы выберемся отсюда? Give Отдай that его to мне, me. нас могут Someone will see заметить. us. Нет! It's Все в okay. порядке. С I'm тобой not gonna ничего let не anything случится. happen Но to пацан you. очкует, не отбирай у него фонарь. Ожидал его для защиты, вот он и защищается. Зачем мы здесь, Алекс? Что происходит? What's the matter? В чем дело? You Тебе scared? страшно? Еще историю нет, начнут я травить. в порядке. Идиот. Просто... Папа никогда не пускал нас на озеро. Not you, Да anyway. брось ты. Dad thinks you're a little Папа baby думает, who что ты can't do маленький anything ребенок, on his который own. ничего не сможет сделать сам. Вот именно. Да? А почему он дал мне это? What Что is это? that? Папино кольцо. Но он сказал, чтобы я не показывал его тебе. Оно делает меня круче. Let me Дай see мне it. взглянуть. Нет! What a piece Что of за crap. кусок дерьма? It's worth more than $1 million. Оно That's стоит why больше Dad gave it миллиона to долларов, me. поэтому папа дал его мне. Отдай! Отдай! Отдай!
Ай! Моё! Боже мой! Джош! Что он своего брата замочил. Джош! Теперь у него чувство вины и все такое. Только вот этого, вот этого вот не надо, 300. Ты хоть представляешь, что ты натворил? Это был несчастный случай. Все должно было быть не так. Я You. выбрал тебя. А ты все испортил. Нет. Батя его С ним все в обвинил. порядке. С ним все. Ну, брательник помер, короче. Нет. Я могу спасти его. Я могу спасти его. Я могу спасти его. С ним все в порядке. Как он его спасет-то? Что-то я немного не понимаю. Ладно, я понял. Брат его упал, ударившись головой. У него чувство вины. Батя его тем более обвинил. У него еще больше колпак свинтило. И ему показалось, то, что он служил в армии и вернулся обратно. Но в армии не служил. Он типа лечился в дурке из-за этого. Возможно, так. Мы в альтернативный мир, да, перемещаемся? Я думаю, финал вот прям вот тут. Вот так вот рядышком вот. Опа. Грозная ебака. На паука похоже. Жирный-то какой. В чепчике. Не, ну прикольно сделано. И в жопе трубка. Он пердежом, короче, своим дышит. Берем мы для начала вот это. Стоять. Бац. 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 Стоять. Ага, все, патроны кончились. Да. На всякий случай. Я не знаю, как он атакует. Давай, дробаш мы берем. Попал, да? Оттопим к нему. Так он еще ругает. Следует 4 патрона. Патрона. Все. Да, да. Так, давай-ка покинемся. Последний патрон. Все. Давай берем излюбленный наш кинжал.
пошли. Ну, как раз внутри этой комнаты. Пойдем пока опустится, короче. Давай, такой. Вообще никакого патрона не спину ни одного вытянула, ни одного херика. И решили стоять. Стоять, зеркало. Сейчас мы его расковыряем. Ой, подходи, подходи. На X. Такая мягкая хозяина. Она была не брата. Джош. Брательник, ты живой? Ура! Джош. Джоша спасли. Да? Прости, Джош. Всю игру он от меня бегал, а мы его в брюшко. Она его в брюшко поймала, и мы его достали. Это не должно было случиться. Держи. Возьми его. Я забыл. Чё забыл-то? Джош. Прости. Мне очень жаль. Да, мне кажется, он живой. Че уходишь-то? Брата не взять с собой-то, похоронить, допустим, хотя бы. Ушел, кинул просто так, валяется там. Страшно. Странненько. Ну, такой вот, собственно, и финал. Вылезает он из канализационного люка, как черепашка-ниндзя. Ну, где тусовался, там оттуда и вылез, короче говоря. Понятно. Ну, я так понимаю, это лучшая концовка. Как бы прикольный вариант, наверное, не будет уже. Женщину мы спасли. Менту аптечку дали, как бы он должен был быть выжившим. Элли, ты в порядке? Ага, вроде бы. Что ты там увидел? То, что мне было необходимо. А что ему было необходимо? Увидеть брата мертвого, которого, по идее, по его вине и умер. Если это действительно так. Но я думаю, что это все-таки да. Действительно, по его вине он помер, как бы. А потом ему все это приглючило. Вот и ушли они в финал. Все, по идее. Вы разблокировали костюм водителя грузовика. Ну, это как раз этого Трэвиса Грейди из 5-й части, из Ориджина, получается. Из Ориджина. То есть фанаты, такое ощущение, то, что были прям... не фанаты, а разрабы были фанатами игры Silent Hill Origin, потому что они прямо его и воткнули в этот какой, и воткнули его в самое начало Трэвиса. Костюм можно разблокировать этого Трэвиса, дальнобойщика, короче говоря. Ну, окей, как бы вот такая вот игра с финалом положительным. В общем, что, я не знаю, удобнее, конечно, в нее играть на геймпаде.
Потому что клава-мышка это очень дубовое управление, как бы тяжеловато управляться. Когда пересел на геймпад, гораздо удобнее стало мочить мобов. Просто ты как бы спамишь по кнопке уклонения, как бы, и потом на атаку. Вот и все. Гораздо удобнее все стало. Но изображение, камера чуть-чуть поудобнее, когда она находится за спиной. Так все-таки, прикольнее, как бы, скажем так, нежели когда она у тебя с разных ракурсов показывается, и гораздо не лучших ракурсов. Как бы. Это я имею в виду предыдущей части. Тут уже поудобнее, лучше видно. Сюжет, я не знаю. Если бы любую другую игру, точнее, вот эту вот игру, если бы назвали хоть как-нибудь по-другому, как бы, ничего бы не изменилось. Тут только в конце приплели Silent Hill, и все. Как бы церковь, вот это вот. Единственное, что вот, когда ты в альтернативные миры перебираешься, да, немного похоже. Новые мобы, окей. Но сюжет, как бы, вообще белыми нитками к Silent Hill пришит, как бы. И не очень-то хорошо на нем держится. Ладно, будем на этом серию заканчивать. Собственно, и прохождение этой игры. Дальше Shattered Memories. Посмотрим, что там. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.